Накануне похорон Шатунова, которые состоятся 28 июня, появилась шокирующая информация об истинной причине смерти Юрия Васильевича. Появились неопровержимые факты, что артиста могли отравить, и в последние дни жизни он получал постоянные угрозы. Свет на истинное положение дел открыла вдова Шатунова Светлана. По словам несчастной женщины, в последние дни ее постоянно запугивали и заставляли кремировать своего мужа. Вся эта информация появилась благодаря Олега Газманова и Аллы Пугачевой, которые взяли Светлану из психиатрической клиники и позаботились о ее будущем. Придя в себя, Светлана рассказала истинную картину трагедии. По словам женщины, Юрий Васильевич стал получать постоянные угрозы после 24 февраля. Последние 20 лет Юрий жил в Мюнхене, и власти Германии были очень недовольны, что Юрий Васильевич постоянно дает патриотические концерты на территории Российской Федерации. Как считает общественность российского шоу-бизнеса, за несколько дней до смерти Юрий Васильевич получил последнее предупреждение. Когда Шатунов ехал на концерт, посвященный Дню России, на него было совершено нападение на железнодорожном вокзале в Польше в городе Гданьске. Несколько парней, вооруженных пистолетами для игры в пейнтбол, забежали в вагон поезда и нанесли Юрию телесные повреждения. Однако Юрий Васильевич не воспринял эти угрозы всерьез и продолжил концерты в России. Также супруга Шатунова рассказала, что Юрий на постоянной основе принимал лекарство феназепам, чтобы справиться с бессонницей. Препарат безобидный, однако если принимать его в большой дозе и сочетать с алкоголем, он может привести к летальному исходу. Именно это сильно действующее лекарство и было обнаружено в организме Шатунова после медицинской экспертизы. По словам Светланы, в последние дни ее супруг был крайне озабочен и находился в подавленном состоянии духа. Полиция рассматривала много версий о трагической смерти Юрия Шатунова, однако в последнее время появилась информация, что трагическое событие может быть дело рук тех людей, которые запрещали Шатунову выступать в России. По делу о смерти Юрия Шатунова был задержан и его музыкальный продюсер Андрей Разин. В данный момент продюсер, который несколько дней назад приехал из Америки, находится под подпиской о невыезде. Еще более шокирующая информация о деле Юрия Шатунова появилась вчера вечером. Есть основания предполагать, что медики, которые не выехали на помощь к Юрию Шатунову, были в сговоре с преступниками. На врачей скорой помощи было возбуждено уголовное дело, а полиция предположила следующую картину трагедии. После последнего концерта Юрий Васильевич вместе с 3 бизнесменами едет на загородный отдых. Шатунов бодр и не жалуется на здоровье. Однако после нескольких рюмок спиртного Шатунову становится плохо, и бизнесмены вызывают скорую помощь. Юрий находится в критическом состоянии, однако медицинская служба так и не появилась. И уже позже, когда Шатунов скончался в больнице Домодедово, в его организме обнаруживают повышенную дозу сильно действующего лекарства феназепам. На данный момент бизнесмены, которые были на отдыхе с Шатуновым, также задержаны полицией. Ну и самое главное, после смерти Юрия Васильевича его жене Светлане постоянно поступали анонимные телефонные звонки с требованием немедленно кремировать своего мужа. Светлана заявила, что в случае неповиновения ей угрожали расправой. Полиция считает, что следы преступления надо искать в Германии, однако не сбрасывает со счетов и Андрея Разина, с которым у Юрия Васильевича были постоянные конфликты. На данный момент семья Юрия Васильевича находится в безопасности, и ей помогают известные артисты. Завтра, 28 июня, они проводят в последний путь легендарного певца Юрия Шатунова.